Привет, я Амара, веду канал о красоте и здоровье, и сегодня мы будем ламинировать брови в домашних условиях. По совету одной девушки из интернета я заказала себе вот такой набор для домашнего самостоятельного ламинирования бровей. Я его еще не открывала, давайте посмотрим, что там. Так, у нас здесь с вами 3 вот таких тюбика. Они не очень большие. Вот. Надо сказать, что у этой фирмы есть еще набор только с 2 тюбиками. Вот этот 3-й уход, как я поняла, и его делать, наверное, не обязательно, раз есть набор с 2 тюбиков, но я решила, что, мои брови должны быть ухоженные, если уж мы их ламинируем. Если уж мы их ламинируем, то давайте сделаем это по полной программе. И еще здесь вот такая вот маленькая бумажечка, которая, казалось бы, должна мне объяснить все, что я должна сделать. Первый состав используется на первом этапе в процедуре долговременной укладки бровей, делает их мягкими и послушными, подготавливает волоски ко второму этапу. Мягко воздействует на структуру волоса, перестраивает дисульфид. Понятно. Второй состав используется на. Короче, у них еще и опечатки. На втором этапе в процедуре долговременной укладки бровей деликатно закрепляет дисульфидные связи, в новом положении фиксирует форму. Хорошо. И 3-й шаг используется на завершающем этапе. Восстановление, смягчает, замедляет агрессивное воздействие первого состава, в общем, ухаживает. Ну что, я хочу это сегодня попробовать. Я подготовила все, я даже в пленочку же они заворачивают брови, я вот запаслась таким количеством. Что было, то и есть. У меня тут есть все, у меня есть ватные диски, у меня есть какая-то щеточка, у меня есть кисточки, с помощью которых я буду наносить составы. В общем, я никогда этого не делала, я вообще далека от того, чтобы делать себе или кому-то брови, но мне очень захотелось попробовать, реально ли можно сделать дома ламинирование. Я читала отзывы на вот это, и есть отзывы, которые, боже мой, все прекрасно, все держится, все супер. Также есть отзывы, которые нифига не работает, зря выкинул деньги на ветер. Давайте составим свое мнение. Мне очень страшно, я не знаю, что делать. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В общем, с Богом. Ну что, приступаем к ламинированию. Нужно очистить брови. Я уже до этого смыла весь макияж, хорошо умылась, но на всякий случай я еще раз протерла брови просто влажным ватным диском. Затем я беру первый состав, и сначала я его открыла неправильно, просто отвинтила крышку, а нужно было просто снять колпачок. И здесь вот такой вот аппликатор. Здесь вы видите у меня на лице эмоции от запаха. Если вы делали ламинирование в салоне, вы наверняка знаете, как пахнут составы, но для меня это прям запах бабушкиной химии. Здесь я пытаюсь найти какую-то поверхность для того, чтобы выдавить состав, но никакой палитры у меня нет, и сначала у меня вообще он не выдавливался. В итоге я решила выдавить его просто сверху над бровью и кисточкой распределить уже на сами волоски. Я стараюсь распределить сразу состав по волоскам равномерно и как будто бы в направлении, как я вижу итоговый результат ламинирования. Показалось мне, что я выдавила слишком много, поэтому часть с этой брови я перенесу дальше на следующую бровь и добавлю здесь уже 2 нажатия. Мне кажется, на одну бровь достаточно 2 нажатия из этого тюбика. И так как я не понимаю, как правильно распределять состав, то я просто как будто бы прокрашиваю брови по направлению их роста, стараюсь максимально заполнить всю бровь составом, чтобы полностью она пропиталась, чтобы до всех волосков дошли действующие ингредиенты. Я на самом деле поискала в интернете, как же правильно это делать, ничего такого не нашла, и вот здесь я не понимаю, правильно ли я делаю,
делаю или вообще неправильно, просто стараюсь равномерно распределить состав по волоскам. Очень он так химически пахнет. И дальше я это все закрываю обычной пленкой. В инструкции было сказано, что можно сверху разместить силиконовый пэд, но у меня, конечно же, ничего такого нет. И я засекаю 7 минут. В инструкции сказано, что состав держится от 7 до 14 минут в зависимости от готовности волоска. Я без понятия, как определять готовность волоска, но вроде бы если он все подействовал, состав, то волоски должны легко двигаться в том направлении, которое ты им задаешь. И я на одной брови просто попробовала немножечко подвигать волоски, и мне показалось, что они еще недостаточно пропитались, недостаточно состав подействовал, поэтому я еще оставила все это на 3 минуты. Передержать тоже было страшно, потому что мало ли что случится, может быть вообще все брови выпадут, и я останусь совсем без бровей. Поэтому в сумме по времени у меня получилось, что я держала состав где-то 10 минут. И когда я сняла пленку, я увидела, что случилось с моими бровями.